Привет, Мария. Спасибо, у меня все в порядке. А как ты? Спасибо, нормально. У тебя голос немного странный. Ты не болеешь? Нет, просто немного устал. Я второй раз приехал в Москву. И кажется, мои русские друзья хотят мне показать в этот раз все достопримечательности Москвы. Мы каждый день куда-то ходим и что-то смотрим и слушаем. И где ты уже был? Что тебе особенно понравилось? Так, подожди, надо вспомнить. Кстати, ты тоже можешь посмотреть. Сейчас пошлю тебе свои фотографии. На этой неделе во вторник мы были в каком-то музее. Да, точно. В Третьяковской галерее. Это музей русского искусства. На прошлой неделе мы были в Московском Кремле. Да, точно. Это было в среду. А потом мы катались на маленьком пароходе по Москве-реке. Плавать по реке мне очень понравилось. Нам повезло, что погода была отличная. Я поняла. Вы катались на речном трамвайчике. А в прошлые выходные, в субботу, мы были в Большом театре. Смотрели русский классический балет. Балет тебе понравился? Какой балет? Как называется? Ты меня прости, конечно. Балет был отличный. Но как он называется? Убей, не помню. Главная балерина была сначала в белом платье, потом в черном. Танцор все время носил ее на руках. Не помню, куда и почему носил. Я заснул скоро. Заснул? Да, мне так стыдно, но я, правда, очень устал и не заметил, как заснул. Я видел во сне, что гуляю в зеленом лесу. Ну, Джон, если ты заснул в Большом театре, когда был на таком замечательном балете, значит, тебе правда нужен отдых. Знаешь, у меня появилась идея. Поедем на пару дней ко мне на дачу под Москвой. Я на следующей неделе буду свободна. Обещают, что погода будет хорошая. Отдохнем на природе, погуляем в красивом лесу. Хочешь? С удовольствием. Я давно мечтал о русской даче. И лес даже во сне видел. А можно я приглашу Леву? Это удобно? Конечно, бери Леву. Будет веселая компания. Отлично проведем время на свежем воздухе.